organ which is being transplanted. Часто конституция не принимает этот новый орган. Therefore, the problem is not finished after transplantation. Still they keep on giving so much of medication, heavy medication. И при трансплантировке, такое трудное слово, трансплантации. Ну, в общем, мы не решаем эту проблему, потому что, несмотря на все медикаменты, которыми загружают этого человека, потому что не понимают причины болезни и не устраняют ее, а работают с болезнью на уровне физического тела. Only you are just trying to enhance the span of the person, but not really in a cured condition, a complete healthy condition. Ну, то есть эти действия являются просто попыткой чуть-чуть продлить жизнь человека. Но они не являются излечением. Но они продлевают на какой-то, оттягивают конец. This is all because there is no understanding, proper understanding about suppose when the form is, when the body, physical body is completely damaged, and then you have the privilege that, of course, many people cannot understand, accept this, but you have the privilege that you can have a new, nature always gives you a fresh body. That doesn't mean that you have to end your life, but you have to understand, we have to accept that. Очень многие не принимают этого, конечно, то есть мешают там всякие конструкции в голове, но в принципе очень помогает понимание того, что когда наша конституция полностью разрушена и уже подошла к своему концу, в общем, вместо того, чтобы продлевать существование этого тела, проще обрести понимание того, что при потере этого тела нам немедленно будет выдано новое. Прям немедленно. Ну, через некоторое время. У кого как. Там уже свои какие-то законы существуют. Но, может быть, не немедленно, но неизбежно это совершенно точно. То есть мы неизбежно получим новое тело и начнем... Чтобы точно так же его разрушить своей конституцией. Пока не научимся не разрушать. Вот в этом помогает гомеопатия. She said, to get this new form, to destroy it again with our wrong constitution. Yes, that is why. that is why. I said homeopathy will help. Yes, your tendency. So, what was the cause of getting destroyed? That cause can be eliminated by homeopathic way of treatment and homeopathic way of understanding. Хорошей новостью является то, что причина всех этих Две новости. да, всех этих бед, она может быть устранена гомеопатией. То есть вот эта вот как бы неправильность понимания, которая ведет к неправильности действия жизненной силы, она может быть устранена гомеопатией. Александр, спросите доктора, как он относится к ЭКО, насколько в Индии это есть и много, и почему случилось так, что 21 век вот, знаменит бесплодными браками? The question is about extracorporeal conceiving, extracorporeal оплодотворение. Extrauterine. Extrauterine, this. And in the fallopian tubes. And why this 21st century became so famous with this families which cannot conceive. That's why this extracorporeal thing is developing very much. And how it is in India, is it also so much developing? Yes, because India also. Why we because, came to this? Such a...
А? На каком уровне поломка произошла? Почему это случилось? At what level something became wrong and why we came to such a sad situation? That is what we are going to study because Это то, что мы как раз вот сейчас будем изучать. because when there are the real factors which are causing the disturbance for the whole human life, those factors, if they are not reduced or eliminated, they will make the constitution in such a manner that you cannot continue the generation. That is what is happening. Да, That is the cause of so it is also natural law. natural law. Natural law. Потому что законы природы, они действуют таким образом, что когда нарушения в понимании становятся слишком большими, тогда человек приходит к неспособности продолжать род. То есть тогда прерывается эта способность, если человек совсем у него понимание в голове неправильно становится. Вот. So therefore, the cause of Когда причины болезней на уровне сознания становятся слишком because сильными, тогда человек теряет свою способность воспроизводить потомство. because it is the nature which decides about the life of the beings, and the nature has its own fixed laws, and because they are unchangeable, the laws of nature are unchangeable. Законы природы неизменны, и они решают, ну вот как человек будет он продолжать быть или нет. So we have Когда человеку нужно размножаться, когда человек we cannot change the laws of nature, мы не можем изменить законы природы. because if we can change the laws of nature, then there will be a great imbalance in the whole creation. Потому что если бы мы могли изменить законы природы, тогда мы создали бы гигантский дисбаланс во всем творении. Because there is not only human being, but there are many other beings in creation. Потому что в этом творении есть не только человеческие существа, а еще миллионы разных других существ. So the human being is having independence, and it is always misused very much. А человеческое существо единственное из всех, которое имеет свою свободу воли и которое он неправильно, имеет тенденцию неправильно пользоваться. And a human being has a tendency always to tamper, to meddle with the laws of nature. И человеческое существо, к сожалению, имеет всегда тенденцию к нарушению законов природы. So the forces of nature will never allow such things happen. Но природные силы, они никогда не позволят случиться какой-нибудь гигантской катастрофе. So will eliminate human being, yeah. human beings will eliminate themselves by doing the wrong things. Да, я говорю, они никогда не позволят случиться, то есть они скорее нас изымут, так сказать, из употребления. Он говорит, нет, человек сам с этим справится. Because the tendency to misuse is there only with the human beings, not with other beings. Потому что тенденции злоупотреблять своей свободой, они только у человека. Все другие существа, они живут по закону. Да. А лечат ли гомеопатии живот? Да. Да? Это все знают. Все Не гомеопаты. все. Сзади два гомеопата. Нет, все гомеопаты И знают. все-таки вот это искусственное оплодотворение, оно все-таки это нарушение закона природы. So this extracorporal conceiving is the breaking of this laws of nature. Corporal conceiving is, it is
it is an effort to achieve what they want without giving importance to the laws of nature. Because Экстракорпоральное оплодотворение является стремлением выполнить свое желание, да, нет, не выполнить свою функцию, а выполнить свое желание, не учитывая законов природы. То есть без учета законов природы. this is all the result of the misuse. И все это является результатом злоупотреблений человеком. Злоупотребление своей Misuse свободой and человека. misbehavior. Или неправильного поведения. Because we have to, when we have no proper understanding of the nature and its forces, then the human being has a tendency to make all wrong procedures and make a misuse of these things. When you have no proper understanding Когда у нас нет правильного понимания of так- the есть, of the nature and its laws, then we have the tendency to misuse this. когда мы неправильно понимаем природу и ее законы, тогда у нас возникает тенденция к нарушению этих законов. So that is, the tendency itself is the main reason for a disturbance in our consciousness. Сама эта тенденция является причиной всех непорядков в нашем сознании. So the cause of all disease and suffering in the human race Причиной всех болезней, всех страданий в человеческой расе, that is really rooted in this tendency of misuse, that is what is very clearly explained by Hahnemann. Ганиман очень ясно объяснил, что причиной всех страданий, всех болезней является вот эта тенденция человека злоупотреблять своей свободой воли. То есть когда он делает неправильный выбор. I'll give you just one example. Of course, we are going to go into the deeper study, but just one example. Мы, конечно, перейдем сейчас к более глубокому изучению гомеопатии, но я дам вам один пример до этого. How the modern Как human современный being человек behaves. ведет себя. We want, when we deal with the animals, Когда мы общаемся с животными, we want to increase the production of the animals for our own use. например, в пищевой промышленности, мы стараемся заставить их производить большее потомство для своего собственного, для удовлетворения своих пищевых привычек. We want the cattle to increase, we want Мы хотим, чтобы крупный рогатый скот там плодился сильнее, чтобы его больше становилось быстрее. we want all the birds and these things to increase, Птицу, там, кур. like chick and all these things. All this is for our own advantage. И все это мы делаем для своей пользы, для пользы себя. So we want to have more and more production of these things, and also regarding the plants and also more production. То же самое мы делаем и в отношении растений, мы стараемся все больше и больше урожая получать от растений. That is why constantly human mind is working on how we can make them produce more. И человеческий ум начинает все больше и больше работать на этот вопрос, как нам сделать так, чтобы прям вот такое все вырастало, чтобы никто его не ел там. Кроме нас. Кроме нас. That is why we have invented the artificial insemination in animals. Поэтому мы придумали искусственное осеменение, например, коров, чтобы молоко было бесперебойно. And when it comes to human beings, И когда это приходит к человеку обратно, then we want to have the pleasure, but not the result of this. то есть, что касается самого человека, то мы хотим
удовольствие, но не хотим результатов этого удовольствия. You Ну, имеется в виду секс. Мы хотим получать удовольствие, но мы не хотим результата. because the sex is also one of the aspect which is provided by nature. Потому что секс на самом деле это один из аспектов, который придумала природа, ну в смысле, который дала нам природа. Because the nature wants to continue Потому что these природа generations. действует так, что она хочет, чтобы мы продолжали свою, ну то есть, чтобы мы воспроизводились и чтобы жизнь продолжалась в новых телах. So therefore, nature has provided this to continue this process of generations, and for that, И для этой цели for the human being, nature has provided the pleasure of this sexual activity. Для этой цели природа сотворила так, что когда, ну, чтобы нам было приятно заниматься этим воспроизводством, нам даровали вот это вот сексуальное удовольствие, как дополнительный бонус. Because the human beings will do something for pleasure. Ну, потому что человек стремится к удовольствию. We eat even though when we are not hungry because for the pleasure of the taste. И человек, стремясь к удовольствию, он ест, когда он не голоден, чтобы чувствовать вкус, чтобы получать удовольствие от вкуса пищи. Which is not there with the animals. They eat only when they are hungry. И надо сказать, что у животных этого нет. Они едят только тогда, когда они голодны. Similarly, they drink when they are thirsty. Они пьют только тогда, когда чувствуют жажду. And they will mate when it is only season for them. И они совокупляются только тогда, когда для этого наступает определенное время. They are not doing for pleasure. И никогда не делают это для получения удовольствия. But for human beings, this pleasure is given by nature as a remuneration. Но человеческому существу это удовольствие дано как вознаграждение за его, ну, за то, что он будет выполнять задачу воспроизводства. Then what happened is, again, the human being could invent certain method to have only the pleasure and not the result. И что там дальше с человеком происходит? Значит, он придумывает всякие способы для того, чтобы оставить для себя это удовольствие, но убрать основную работу. Therefore we have Нет, ну да. contraception and all these things. Для этого он придумал разные способы контрацепции. Do you find any animal who needs contraception? Нет же ни одного животного, которое воспользовалось контрацептивом. So the human being has high intelligence, but that is У of no человеческого use. существа развитые мозги, вот, но есть тенденция к злоупотреблению свободой. If you have no proper understanding of the law of nature and balance in nature, Если мы не имеем правильного понимания законов природы, with all the high intelligence, то со всем этим нашим we invent methods which are развитым dangerous for мозгом us. мы начинаем изобретать вещи, которые нас же потом и уничтожают. And this itself is the origin of the disturbance. That is what is explained by Hahnemann. И Ганиман хорошо объясняет, что именно в этом причина всех болезней и бед со здоровьем. That is what we are going to. Ганиман больше, чем другие, так говорят. Ну, в смысле, больше, чем другие это объясняет. If we cannot understand these principles, we have no possibility to have a solution. Пока мы не поймем for this. этих законов и не начнем следовать им, мы не найдем решения нашим проблемам. Законы природы. Законы природы. Пока мы не поймем законы природы, не поймем необходимости следовать им, мы не найдем The tendency of решения нашим проблемам. the tendency of human being is, just for simple example, if I
like something, some food, if only for the taste, if I know that by eating this it does not suit me and I will get pain or problem, then I will take some medicine and then again I do the same thing. This is the tendency of human being. Тенденцией человека является что? Вот, например, ему нравится очень вкус чего-то, но он хорошо знает, что это не усваивается в его организме. Тогда что делает человек обычно? Он ест это, потом заедает это какой-нибудь таблеткой, и ест снова, заедает еще одной таблеткой. Ну, то есть это тенденция человеческого существа. If you cannot understand that taking some tablet to suppress this is not a solution, you have to know what is required, what is not required. So this power of discrimination is destroyed in human beings. И что на самом деле, почему это так происходит? Потому что в человеке разрушилась его сила развлечения. То есть его разум, он разрушился. So this is where Hahnemann could explain what is the cause that this power of discrimination is so much destroyed. И Ганиман как раз объяснил человечеству, как именно, почему эта сила развлечения в человеке настолько сильно разрушена. So this, because we have this power of discrimination, which is a faculty, which is a higher faculty given to human beings. Потому что вот эта сила развлечения – это высшая способность, которая дана человеческому роду. Она есть How can you explain this? How can you explain this this aspect? There is one very simple example. Как мы можем объяснить этот аспект? Есть очень простой пример. When you observe a goat, for Когда мы example, смотрим на козу, например, when the goat sees some fruits there in the market, когда коза видит какой-нибудь фрукт, там, например, она на базар забрела, then when the goat feels hungry, it directly goes to the fruit and directly eats, tries to eat the fruit. она пойдет к любому прилавку и начнет есть с него, потому что чувствует голод и ей нравится этот фрукт. And then the person of the shop with a stick, Тогда he hits хозяин the лавки goat возьмет палку и начнет эту козу отгонять. and the goat runs away, and once again when the goat sees the fruit and feels hungry, it does the same thing because it has no power of discrimination. И коза, она отбежит, но когда хозяин отвернется, она снова пойдет к тому же прилавку и опять начнет есть, и, в общем, эта картина может повторяться многократно. Вот. А почему так происходит? Потому что у козы козе Бог не даровал этой различающей воли. The goat only feels when it feels hungry, it has the Она instinct. чувствует только свой голод, только свои инстинкты. It instinctively tries to eat the fruit. И если она чувствует голод, она идет и ест этот фрукт. But the human being, when you want to eat the fruit, sir, you know the obligation. You have to pay the person. Но You сила have to purchase развлечения в it. человеке, она позволяет понимать, что вот я нахожусь на базаре, вот фрукты, да, я голодная, я хочу их съесть, но я должен выполнить определенные действия, я должен заплатить хозяину. So купить this этот фрукт, потом this съесть. faculty of discrimination Способность развлечения, is there given only to the human being, not to the other beings. она привилегия только человека, человеческого существа, она не дана никакому другому существу. But unfortunately, the human being makes a misuse of this power and doesn't use this power at all. Но, к сожалению, человеческое существо имеет тенденцию к злоупотреблению, к неправильному использованию этой различающей воли или просто забывает о ее использовании. That is why human being gets into more suffering than other beings.
Именно поэтому человеческое существо страдает гораздо больше, чем любое другое существо в этом мире. Fear, you see, the so much of fear in the human beings that is not there so much enhanced in the animals. The animals there is a fear of sustenance, but not exaggerated fear. И поэтому и страхи, которые существуют у человека, они гораздо больше, чем у любого другого живого существа мира. Can you find any animal thinking what will happen tomorrow to me? Вы никогда не найдете животное, которое будет думать, так, а что же завтра со мной случится, на что же я завтра буду жить? So, where is the point where human being is making the life difficult? This is where we have to understand and how we can overcome this. Таким образом, мы должны понимать этот начальный пункт происхождения всех наших страданий. И пока мы не начнем понимать этот начальный пункт, мы никогда его не преодолеем. Мы никогда не преодолеем свое страдание, пока не найдем истинную причину этих страданий. So this is the level of will and understanding. И эта начальная точка, она находится на уровне воли и понимания. So these are the two poles which we are having in us. Это два полюса, которые мы имеем в себе. Understanding is the receiving pole and will is the transmitting pole. Понимание – это принимающий полюс, а воля – это передающий полюс. So the disturbance in the human constitution can reach that level and they can distort will and understanding. И нарушение здоровья человека, оно может достигнуть этого уровня высокого и нарушить волю и нарушить понимание. Then the result is that this will be transformed into wrong thinking and wrong action. И тогда, когда болезнь достигает этого уровня, все это трансформируется в неправильное действие. Just for example, when the understanding is distorted, Например, когда понимание нарушено, then I start suspecting the other person. тогда я начинаю подозревать кого-нибудь в чем-нибудь. And I start fearing about the other person. И начинаю его бояться, этого человека. And then my action will be distorted towards the other person. И тогда мои действия по отношению к этому человеку станут нарушенными. So the disturbance started at that level in that person. И беспорядок, нарушение возникло именно на этом уровне. And this disturbance will disrupt the functioning of vital force. И это нарушение на уровне воли и понимания, оно разрушит действие, нормальное действие жизненной силы. And subsequently, this results in the blockage of the energy, and therefore the physical tissues are damaged. After this takes about 20 years or 25 years or more, the whole process. И начнется процесс, который будет продолжаться долго, 10, 15, 20 лет, но на протяжении этих лет нарушенное действие жизненной силы начнет создавать энергетические блоки, и в свою очередь эти энергетические блоки в какой-то момент приведут к разрушению физической структуры. И вызовут болезни уже вот на том уровне, на котором мы их, собственно, и видим. And in normal medical science, unless they find some pathological changes, they cannot know that the disease is existing. Современная медицина, она вот признает болезни только на этой финальной стадии, когда они в физическом теле проявляются, а до этого она не признает существование никакой болезни. То есть нарушение в поведении, в понимании она не признает как болезнь. So if we can
if we can locate, if we can perceive, we can locate this disturbance before it is manifested physically, it is possible that it can be cured. Но пока эта болезнь, она не достигла физического